Привет, это пересказ сериала «Клан Сопрано», первый сезон, 10 серия. А перед началом хочу попросить. Заранее поставь лайкосик, если тебе хотя бы что-то нравится из этого видео. А если ты думаешь, что это видео говно, то все равно ставь лайк, смотри мои предыдущие выпуски и жди следующий. Блять, кому тут обналичить пособие по безработице, чтобы получить бургер? Заткнись нахуй. Криси, Пуси и Поли делают наезд на одну заезжую мафию, но так как в мафии той всего был один человек и до хрена денег, то в принципе у них никаких не было проблем с этим. Это сосед Тони Кузамана, и Тони рад тому, что как раз он посоветовал того бабу-психолога. В знак благодарности он дает Кузаману контрабандные сигары. Тони уже успели сообщить их классную новость, и теперь можно немножко отдохнуть, и он уже зовет Шалав, но Криси остаться не может, потому что у него Адриана. После целого дня перепихона и после того, что было утром, он решает вместе с Адрианой пойти потусоваться, но попадает в черный район. Там он начинает дерзить всем ребятам, потому что все они одного цвета. Черная братва думала бы, что уже пора разобраться с этим итальяшкой, но оказывается, что чернокожие знают, с кем он тусуется. Это интересует рэпера, и он подсылает своих людей, чтобы они пригласили его на сегодняшнюю вечеринку. Он рассказывает, что один еврей Хэш, который когда-то работал с одним дядей его тети, заработал на этом деньги, но так долю того дяди тети он не отчислил. Тони разговаривает с Кармелой по поводу того, почему бы ему просто не расширить кругозор и просто не подружиться с Кузаманом. Криси бесит то, что этот уголек хотел намеком ему угрожать, но все же он хочет раскрыть свой потенциал и уже заводить новые связи с новым влиянием. Они помнят, что чернокожий рэпер предложил им записать какой-нибудь классный сингл, и Крис думает, что это в принципе классный шанс уже вырваться и на легальную какую-нибудь часть, чтобы легально зарабатывать деньги. Через какое-то время встречаются все. Рэпер хочет, чтобы Кэш отдал деньги, которые по праву принадлежат тете дяде. Криси же начинает подлизывать рэперу, потому что хочет, чтобы его будущий бизнес стал уже легальным. Кэш говорит, что он своей работой и продюсированием многих звезд, в том числе чернокожих, он много вытащил чернокожих ребят из гетто. Многие из них могли сдохнуть наркоманами или проститутками, но он сделал из них людей, и даже в данный момент кто из них еще до сих пор жив, занимается бизнесом. Но они ни к чему не приходят и в итоге расходятся, чтобы потом созвониться снова. К Кузаману приходят гости, включая того самого доктора, бабу-психолога, которая лечит Тони, который живет по соседству. Она интересуется, как у него дела, и заходит посмотреть его дом из туалета и слышит какой-то визг, как будто кому-то разорвали жопу. На приеме доктор Мелфи говорит Тони, что она была в гостях у его соседа, доктора Кузамана, и также видела его дом. Тони это удивленно и льстит то, что она видела его дом, и спрашивает, ей понравился дом или нет. Она спрашивает, что слышала какой-то крик, как будто кому-то разорвали жопу. Тони не понимает, о чем она говорит, и уходит от ответа, так же, как и уходит из ее кабинета. Тони решает провести время с Кузаманом и с его друзьями. Его друзья сначала говорят про бизнес, про некоторые прикольные способы заработать, но затыкаются, когда понимают, что с ними находится бандит. Уже вечером они решают съездить покататься и поиграть в гольф. Но все, включая Кузамана, начинают интересоваться разными бандитскими авторитетами, которые были когда-то и сейчас их нет в живых, и также которые есть, но сидят. Тони понимает, что сейчас он как девочка-целочка на выпускном, у него внимание только из-за того, что он что-то из себя может представлять, но не внимание как к человеку, и это его бесит. Во время записи все уже очень сильно подзаебались, потому что музыка идет никак. Вокалист говорит, что у него несколько дней выходных, ему надо идти отсыпаться и отдыхать. Криси говорит, что он рендеровал за большие деньги это место и надо записывать дальше. Этот говорит, что он не хочет, потому что он устал. Криси кидает ему кокаин, чтобы он взбодрился, но тот не хочет, потому что он в завязке. Начинается перепалка, и Криси начинает пиздить его гитарой. Криси приходит к Хэшу и говорит, что музыка музыкой, но Хэш говорит, что это не музыка, а вонючее, говно. Музыка это классика, она всегда должна быть, а это полное говно. Негр просто хочет трахнуть Адриану.
Тони рассказывает, что когда-то был друг-дебилка, у которого была волчья губа. Все вроде бы с ним не хотели общаться, но когда он начинал что-то говорить, всем было смешно. Однажды он просто на все начал плакать, его никто не брал, и в итоге он сел в тюрьму. И вот Тони недавно только понял, как было херово ему, когда все его звали ради того, чтобы посмеяться. Рэперу, который лежит рядом с шоколадкой, звонит Хэш вместе с итальянской мафией. Хэш говорит, что ни хера он платить не будет. Рэпер говорит, что раз все так идет, то хер с ним, можно решить все в суде. Но Хэш говорит, что последнюю песню, которую рэпер написал, она не совсем его, потому что права на многие вещи, которые он там взял, принадлежат вообще другой компании, и что ему будет пиздец. На нотке, что они встретятся в суде, разговор заканчивается, и все угорают, какое поколение гангстеров пошло в данный момент. Он закрутил коробочку, чтобы отдать ее на хранение Кузаману. Ну тогда, Кузамана, подержи это пару месяцев у себя, может месяц меньше, может месяцем больше, как бы, ну, ты главное не открывай, и пусть это у тебя полежит. И после этого оказывается, что Тони просто выстреляет свою гнев и злость, занимаясь спортом, чуть ли не выдавливая все из своей жопы. Кузамана думает, что у него героин, кокаин, бомба, может быть сейчас дом взлетит, и слышит, как Тони орет разрывать себе жопу.